Всем привет, с вами Костян. Мы по-прежнему во Вьетнаме. Сегодня у нас необычное, во-первых, рецепт, а во-вторых, необычное мясо. Это филе дикобраза. Мне получилось, так сказать, по знакомству достать. Приготовлю я его в двух вариантах, а именно классический с рыбным сахарным соусом здесь. Ну а второй, естественно, чуть-чуть пикантности добавим, а именно маракуйевый соус. Давайте и начинать. Что ж, рецепт. Завидуйте. А вот и настало время попробовать.
Мария и Дмитрий приехали в этот раз и даже вместе с нами все это наблюдали, как готовится. Маш, хватай кусочек, я тебе и маракуйкой полью. Угу. Пробуй, дикобраз, ты первый раз будешь пробовать? Конечно. Вперед. Я тоже. А я с семками. Мягко, да? Мясо очень мягкое. Вот до этого мы стояли и говорили о том, что запах идет прям дичи. На вкус я бы не сказала, что это прям такая дичь, но при этом мясо очень мягкое, волокнистое и распадается на языке. Маш, ну и про маракуйевый соус. Соус кисленький, но при этом он не забивает мясо, то есть и чувствуется и мясо, и вот этот маракуйевый вкус, все вместе очень вкусно. К мясу подходит, ты хочешь Да, сказать? да, да. К мясу К подходит. мясу вообще супер. Вы знаете, здесь делают даже более сладкий маракуйевый соус. То есть вы видели, сколько сахара я туда положил на, сколько там, на 10 маракуин. Даже меньше, там, на 8. И все равно он остается кисловатым. Да, да. Имейте это в виду. Ну и давай традиционный с рыбным соусом. Здесь макать некуда, он самодостаточный. Вот даже сейчас я беру мясо, и оно распадается, Да? прям. Это вам совсем другое. Да. Рыбный соус чувствуется? Рыбный соус чувствуется, вот он такой соленоватый, но при этом мы ели его, например, в кафе, и он имеет такой характерный запах, характерный вкус, а здесь он совсем по-другому раскрылся. Здесь он более вкусный. Здесь он более вкусный. Я, Машуль, с позволения добавлю, что вот именно того запаха, который ты, когда пробуешь, чувствуешь, нюхаешь этот рыбный соус, здесь его нет. Он здесь на вкус, знаете ли, насыщенный по-другому. Я не знаю, как это объяснить, но такой способ готовки, естественно, позволяет это сделать. Ну Да. и По яичку. перепелинка. Угу. Правильно, правильно. Смотри, дело в том, что когда кидаешь их немножко заранее, белок становится слегка резиновым. Это специально здесь делается именно для такого ощущения. Все как надо. В целом, В целом, ну, мне, кстати, очень понравилось. что больше? А я не могу тебе сказать, что мне больше понравилось, потому что они разные. То есть и то Это то правда. очень вкусно получилось. И мясо само по себе, и отдельно соусы. Угу. Я прям в восторге, мне нравится. Ну и кайф. Спасибо Да. огромное. Спасибо, Костя. Так, приглашаем следующего товарища. Я уже напробовался. Дим, ну давай, налетай. Давай, я тоже за тобой поухаживаю. Вот так. Мясо совсем мягкое, Угу. прям распадается. Это очень вкусно. Дим, по поводу соуса. Соус вкусный, кисло-сладкий, к мясу прям отлично подходит. Это что-то с чем-то. Для дикобраза удивительно очень приятно. А ты такой для дикобраза? Типа вообще нормально. То есть, ну, вы же понимаете, как на твой взгляд, к какому мясу такой соус подойдет? Да, наверное, вообще к любому, что свинина, что говядина, курица, без разницы. Универсальный соус для всего, кто просто любит пикантность. На мой взгляд, это действительно так. Так что маракуйевый соус прекрасен. Ну и давай, местное блюдо. Угу. Это совсем по-другому. Мясо тоже очень нежное. И рыбный соус раскрывается так, что с первого дня он мне вообще не понравился ни по запаху, ни по вкусу. А с дикобразом и вообще в такой готовке это получилось очень вкусно. Яйцо. Заметь, его, я повторюсь, специально кидают за полчасика до окончания готовки. Теща у меня вообще там за 2 часа, как говорится, вместе с мясом. Они капец резиновые становятся. Но это на любителя. Я люблю за полчасика до окончания готовки. Ну, я бы не сказал, что он прям совсем резиновый. Он чуть-чуть более резиновый, чем готовим мы обычно, но это очень тоже вкусное яйцо. И притом оно отличается даже от мяса. Рис с подливкой. Угу.
Вот так бы и всегда. Ну вот, оно вам и мнение независимых абсолютно людей. А то скажут еще, Костян всегда свои блюда хвалит. Спасибо тебе, Дим. Спасибо большое. Лично, на мой взгляд, оба сегодняшних варианта блюда замечательные. Окей, с кокосовой водой могут возникнуть небольшие проблемы, но с консервированными кокосовыми сливками уж точно их не возникнет. Ну, их просто не такое количество туда добавить. В остальном же я не вижу проблем, а рецептура замечательная. Ну а с вами был Константин, для подписчиков Костян. Всем пока. Вот фрукты тут дешевые, все дела, а вот сливочное дорогое. Впрочем, оно и у нас не особо дешевое, я бы сказал. А сколько у нас? Я помню, 215 рублей раньше стоила вот такая, значит. А то скажут еще, поэтому я и не хотел вилки убирать из кадра, а то скажут, что у нас вилок не хватает. Для всех.